Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха. И добро пожаловать на новый канал, который посвящен криптовалюте, технологиям и любым ответвлениям, которые тесно связаны с криптой. Я новичок в этом деле, но Петруха с 2017 года очень хорошо владеет всей этой информацией в тенденции последних инноваций, которые вообще есть в мире интернета. Давайте посмотрим на графике, он расскажет вам что и как более подробно. Да, спасибо, Кирилл. Всем привет. Сегодня 10 марта 2021 года, и мы видим, что биткоин у нас почти на самой высокой отметке торгуется, это 56 200 долларов. Совсем недавно, это вот мы видим на графике недельные свечки, 3 недели назад биткоин пришел к самой высокой точке своего курса, и это продолжалось буквально несколько недель, и мы видим сейчас рост, и так называемый бычий рынок сейчас в тренде. Благодаря этому все проекты получают хорошее финансирование, появляются свободные деньги у инвесторов, которые пытаются найти для себя какие-то интересные команды, интересные технологии и поддерживают этим разработчиков. Нас же интересует не просто цена, а на самом деле технологии, что за этим связано. И задавайте ваши вопросы, какие бы они ни были глупыми, простыми, и что вам интересно, я с удовольствием буду на них отвечать. Кирилл точно так же плохо разбирается, как и вы, и будем вместе учиться. Он будет задавать мне свои вопросы, я буду на них отвечать, будем вам показывать. И на сегодняшний день у нас есть пару проектов, которые облегчат нам понимание, переход в крипту для совсем новичков. Да, получается, у нас такой будет вводный базовый уровень именно для меня. То есть Петруха будет параллельно учить меня, рассказывать все нюансы. И, конечно, вы можете на моем опыте тоже приобретать такой ценный и полезный экспириенс. Друзья, у нас есть много интересных сейчас вообще инноваций, которые вот связаны именно с криптой. Сейчас посмотрим несколько игр, да, даже есть уже игры, получается, которые тесно связаны с криптовалютой. Давай, наверное, расскажи вообще про сами вот эти игры, на чем они базируются. Да, одна из таких игр это вот NBA Top Shop, это коллекционная игра моментов из баскетбола. То есть это топовая команда, которая подписала контракты с топовыми клубами NBA и профи-игроками. То есть там очень все серьезно и очень большие деньги. В чем основано? Основано в том, что вы владеете вашими карточками почти как в реале, да? То есть у вас есть какой-то адрес кошелька, на котором лежат карточки, и эти карточки вы можете покупать, продавать, передавать, дарить. Они не на сервере, они у вас. Давай посмотрим, как это больше, там, именно как вот моменты выглядят, да, то есть понимание карточек, как обычно, там, любая коллекционная игра, а момент у нас выглядит, друзья, довольно-таки интересно, то есть это прям реальные Да. моменты из игр. Это вот, например, мой аккаунт, и мне попался такой момент. Что самое интересное, здесь короткое видео с разными углами записи из игры, краткое описание, что за игрок, что это ассист, да, то есть это он дал голевая передача, какой это пак, куда он относится, есть номер у этой карточки, да, у этого момента. Это ограниченная серия в 10 тысяч моментов. И вся подробная информация, какого он роста, ну, все, что важно. Нас интересует другое. Нас интересует то, что сейчас эта игра очень сильно на хайпе, и когда они выпускают новый пак, это там 10, 20, 30 тысяч, может быть, коробок, то очередь 200-300 тысяч человек хотят ее купить. И она мгновенно раскупается. Вот прошлый пак, есть редкие паки за 200 долларов, есть. Это мой пак был вон за 14 долларов. У меня там было 3 момента. Один момент я смог выставить на аукцион и продать за 16 долларов. Тем самым я уже откупил свой пак, и 2 у меня осталось. То есть один вот этот редкий достаточно, а другой тоже такой средний. Вот это другой момент. То есть, получается, здесь паки сейчас настолько на ажиотаже, вот, да, условно, как будто выходит новый iPhone, и там очереди, как, не знаю, там тяжело получается купить этот iPhone. Тут Да, то да. же самое, то есть паки выходят, и, грубо говоря, если ты успел в очереди получить этот пак, то у тебя есть шанс как раз таки его приобрести. Там паки, как вы поняли, валируются довольно-таки, ну, большой разброс, то есть 14 долларов, Мгм. а максимально там, да, 200, да, там 199, да, был долларов, Да. максимальный пак. Мгм.
Давай. Там больше моментов, и более они редкие, и очередь не живая, а вы встаете и случайно распределяются номера. То есть, если вам повезет, вы можете там в первой 1000 быть, и если не повезет, там 200, то можно уже просто не ждать, скажем так, очередь. Да. Так, а покажи, наверное, Петруха, вообще, какие есть, да, вот именно цена на этих, потому что ты продал, как ты сказал, одну карточку Да. за 16 баксов, у тебя еще 2 осталось, то есть ты уже пак свой 100% отбиваешь, еще ну, сколько ты заработал, зависит, конечно, в первую очередь, за сколько он продаст эти Да, вот карты, есть эти кнопка, моменты. есть кнопка, просто выставляешь на продажу, он подгружает. Здесь есть помощник такой, который ты можешь нажать, и он тебе покажет ситуацию на рынке. То есть вот номер карточки номер 3, точно такой же момент, как у меня, сейчас кто-то выставил за 13 тысяч долларов. Да? Чем меньше номер, тем сейчас на рынке это больше ценится. У меня номер не очень хороший, он там что-то 7 тысяч, но, как вы видите, даже он то есть стоит 200 Где-то вот долларов. 200, Да? да, 200 Вчера можно мы купить. смотрели, было 125. Да, это То есть получается фишка, это вот, смотрите, сейчас, понятное дело, есть нехватка огромная карточек, потому что их вводят по чуть-чуть, то есть их регулируют. Поэтому мало у кого эти карточки вообще имеются, то есть не карточки, моменты, да, тут правильно так, наверное, будет называть. И это все еще бета-версия, это вторая серия всего лишь карточек, это все самое-самое начало. Да, покажи пока, наверное, пока дорогие, а еще можно тут рассказать вообще про то, что вот эти всякие коллекционные игры, может быть, да, карточка условно сегодня 200 долларов, завтра она там упадет 10 долларов, через там год, через два она будет стоить там вообще миллион. То есть это такая тема коллекционная, то есть никогда не узнаешь, какая карточка именно в какой ценевой позиции будет стоять. Вот какие-то тут показаны вообще какие-то космические цены, 240 тысяч долларов. Но это, Да, я так всего понимаю... две на рынке, это легендарные моменты, там Леброна и еще каких-то суперсовременных баскетболистов. Там Да. какие-то, может быть, эпические моменты с эпических игр, решающих, или дебютные, или еще что угодно может быть. Создает хайп, кто в баскетболе разбирается, тут может примерно понимать, да, что кто любимчик публики, кто там, наоборот, хейтеры, да. Да, а здесь еще, кстати, Петруха, есть всякие достижения, можно сделать и получать тоже какие-то вот. карточки. Вот это интересный момент на самом деле, но понятно, что вход именно в такие игры, ну, как бы не дешевый, да, сами видите, сколько паки стоят. Можно, конечно, с первого пака, допустим, купить на 15 долларов, продать там на 200, да, то есть такое тоже может быть. Тут еще такая рулетка, сможет ли купить пак. Прям это непростая задача пока, по крайней мере, пока идет уровень беты. Да. Ну, это вот такая игра, хотели бы с вами просто поделиться. Если вам интересно, есть и что-то похожее в футболе, там фэнтези-лига, там карточки, играешь. Ну, кто знает, что такое фэнтези-лига, можете вы загуглить и поймете, о чем речь. Существует просто коллекционное какое-то искусство, да, это все на блокчейне оформлено. И есть еще какие-то более активные игры. Если вам интересно, мы будем вам что-то показывать, рассказывать. Вот у меня есть вкладка что такое здесь. вот, смотри, вот блокчейн, да, для тех, кто не понимает. Вообще, что такое блокчейн? Вот ты уже несколько раз упомянул такую терминологию. Да, блокчейн, вы можете это себе представить, что это, в принципе, база данных. Да? База данных, которая не лежит на одном сервере. Это как обычный журнал или книжка, да, где каждая страница – это запись активного состояния. У кого сколько денег или карточек лежит, да, в данный момент. И таких книжек, можно сказать, или журналов, их просто определенное количество распределено по всем там Книжным участникам. магазином. Да. То есть, допустим, выходит тираж, и каждая книга, она синхронизируется со всеми вместе с другими и обновляет свое состояние. То есть, если где-то внесли в блокчейн какую-то запись, да, и, допустим, я передал карточку, подарил свою карточку или момент подарил Кириллу, то это состояние вносится в блокчейн, и все остальные журналы это тоже подхватывают, проверяют по правилам, по алгоритмам. Если все, я там не читер, все соответствует установленным правилам, они тоже обновляют свое состояние и синхронизируются. И вот это блокчейн, это децентрализованная база данных. В принципе, ничего слишком сложного в этом нет. Понятно, что это очень сложная технология, но это работает, это все точно так же. Это база данных, которая хранится не в одном центральном месте и не в двух, а
в сотнях, тысяч местах, да, все в зависимости от какой это блокчейн. Короче, так просто не возьмешь, не взломаешь, там, да, карточку себе не Да, нарисуешь там за 200 тысяч баксов и да. не И продашь ее за просто секунду. не скопируешь. Да. Самая фишка в том, что она, если карточка уникальная, вы не можете просто копи-пейст сделать, как фотографию, да, у себя на компьютере. Потому что вы у себя скопируете, а другие посмотрят свой журнальчик. Так, не-не-не, эта карточка должна быть одна, и она должна принадлежать Петрухе, да, а не у тебя их должно быть две одинаковых. И этого человека банят из сети, и все, это типа злой участник. Так, а получается, смотрите, друзья, у нас мы показали только первую, да, игру, это НБА. Есть аналог уже футбола, плюс сейчас запускают похожую игру, то есть тоже то же самое, только там будут либо моменты, либо карточки коллекционные. Это будет рестлинг, UFC, то есть проектов уже на таких тематик дофига, то есть их становится все больше и больше, потому что люди понимают, куда движется вообще вот эта криптовалюта, именно направление вот это. И вот Петруха показывает, какое количество уже есть всяких проектов. Кстати, покажи еще, а вот, кстати, вот этот футбол Сурер. Сегодня показывать, друзья, мы его не будем. Скорее всего, покажем потом на стриме, как это будет выглядеть. Есть даже стрелялки. Вот можно, Да, да, я там. хотел немножко сказать, что надо понимать, что биткоин и блокчейн это сейчас примерно как технологии интернета в 2000-х годах, да, вы помните эти тормозные сайты, только чатики, там какая-то самая первая графика, да, то есть пока еще он в самом зачатке, в самом развитии, и сильно много чего ожидать этого нельзя, но очень большое преимущество то, что это блокчейн, и это децентрализованная штука, да, то есть это не просто так проект закроется и все, и до свидания. И мы видим вот этот, например, блокчейн Sorare, он там собрал 50 миллионов долларов от инвесторов, да, это не какие-то там шуточки вам. И есть еще интересные штуки, где красивая графика есть тоже, да, например, просто там для затравки, чтобы вы понимали, что вот есть немножко в таком аниме стиле, да, что-то. Это Короче, какие-то там штуки. направлений очень много, то есть любой, мне кажется, желающий найдет что-то свое. Да. Проблема то, что пока люди мало еще посвящены в эту тему, и как раз таки на канале у нас, друзья, вы это все прекрасно увидите. Вот игра, да, это стрелялка, по-моему, ты показывал? Это стрелялка, и она так сделана на биткоине, что ты играешь, и вот висит QR-код, вы видите, можно, и зрители могут на этот QR-код переводить биткоины, да, там специальным платежом быстрым, Lightning платеж называется, Lightning Network, и этим самым они выставляют цену за голову этого игрока, да, то есть, допустим, стример играет, а его зрители на него ставят, чтобы кто быстрее его убьет, тот получает этот приз, то есть тем самым повышая охоту, да, на этого игрока. Короче, всякие Это, заманухи придумывают, которые более Мгм. интересны для вообще большого круга лиц. Тем Да, более, а это кто... понятно, ну, понятно, что вот эти, да, там биткоины люди ставят, это там не какой-то, там, да, 58 тысяч долларов, а это там одна маленькая-маленькая-маленькая часть, там может быть там доллар, условно. Просто это не в долларах именно, там, не в евро, не в рублях, это именно в биткоинах, да, в этом эквиваленте. Да, и вот один из основных проектов, с которого начал эту всю дорогу, это криптокошечки, кто, может, в 17-18 годах слышал, это на блокчейне эфириума, они в то время даже смогли, можно так сказать, задудосить эту всю сеть, просто люди так понравилось, все начали, побежали их покупать, коллекционировать, там, скрещивать, и ну, они какой-то вот так вот попали в точку, и с тех пор все поняли, что за этим большие деньги, и некоторые из этих кошечек продавались за миллионы. То есть это получается как, ну, можно сказать, ну, не прародитель, да, но один из, кто Ну да, основатели. да, основатели, то есть мы сейчас, получается, смотрим, да, вот картинки, просто кошки сделаны так, ну, не то, что максимально топорно, мило, но ничего более. А вот сейчас придумывают и игры целые, потом придумывают вот эти моменты, то есть это как бы более такой новый уровень, более технологичный. И это, конечно, круто, то есть технологии видно за последние 3 года, за последние 4, да, уже года, то есть идет все именно по динамике выше. И кто в этих тенденциях именно не то что шарит, а кто хотя бы кратко интересуется, он, конечно, может успевать всякие такие, во-первых, хайповые темы, во-вторых, много где в чем поучаствовать. Именно пока А на сейчас старте очень, это. Да, сейчас очень много на старте беты, просто зарегистрируемся, заходим, кликаем, не обязательно что-то покупать, продавать, и вам будут какие-то награды, и, возможно, через месяц, через полгода вы приятно будете удивлены. Да, там, допустим, где-то купили, там, не знаю, условно какую-то карточку момент, там, за 20 долларов, может быть, даже за 100, зайдете там через месяц, через два, она там будет 1000 стоить. Конечно, такое, вот именно сейчас такое реально. То есть это крипта, они там космические прыгают именно очень по динамике, цены,
потому что это все будущее, грубо говоря. Мы, наверное, на первом таком вводном уроке, не знаю, не то что уроки, а именно показали, как вообще развивается пока тенденции. Дальше у нас будут, во-первых, стримы, будут много видео по тематике, будем показывать и платформу Binance, и много, ну, не то что интересных, да, кому-то будет какая-то одна тема интересна, кому-то другая, то есть это, конечно, будем показывать все, вы будете уже смотреть то, что вам интересно. Какие вот направления, Петруха, вот мы будем более сейчас активно показывать на канале? Ну да, мы начнем с криптогейминга, игр, которые, чтобы упростить нам вход, да, через игры. Потом мы можем попробовать какие-нибудь проекты инвестиций, попробовать какие-то так называемые фармилки есть, да, здесь, где ты фармишь криптовалюту. Есть какие-то вещи, как вот ты на Binance, да, что-то складывал, кладешь свои активы в какой-то пул, и за это тебе дают бонусом другой актив какой-то. Будем изучать технологии, задавайте вопросы разные, в зависимости от вашего фидбэка, от ваших отзывов, что вам интересно, пишите в комментариях, мы будем читать, смотреть и реагировать. Да, у нас получается, я думаю, будет один еще из проектов. То есть это, во-первых, мы будем инвестировать и будем показывать примерно, сколько мы потратили. Не примерно, сколько мы потратили, допустим, денег, куда вложили, сколько заработали. То есть будут такие рубрики именно вживую, поскольку я буду в этой теме только развиваться. Уже есть у меня первые вклады на Binance за последние, там, по-моему, 2 недели, плюс, там, по-моему, $29 при вложении в $100. То есть, конечно, динамика для новичка, я думаю, очень существенная. Но это, понятно, просто скачки именно крипты. То есть, это такой прям вводный курс. И об этом мы всем будем говорить уже в следующих роликах. Друзья, будем с вами прощаться. Естественно, всем спасибо, кто подпишется на канал, кто оставит отзыв, поставить лайк. Это все максимально важно, особенно на первых порах, для того, чтобы не только нас мотивировать, но и алгоритмы YouTube помогут нам в продвижении, я думаю, интересного для вас контента. Да, всем спасибо, ставьте пальцы вверх, подписываемся, колокольчик, все дела, и до новых встреч. Пока-пока.